Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой сравнительный видеоролик, где я хочу вам показать три совершенно разные масштабные копии вроде бы одного и того же автомобиля. Герой сегодняшнего видеоролика – советский лимузин ЗИЛ-41047. И тут представлены модели от трех брендов. Совершенно разный подход к проектированию, к изготовлению масштабных копий. И между этими моделями целая пропасть, как в плане проработки, так и по временным отрезкам. Модели представлены следующие. Вариант от Deep Models. И, конечно, есть некоторые оговорки, которые я сразу хочу сказать. Это бронированная модификация 41052, чтобы потом не было вопросов, почему этот лимузин я называю 41047. Но так как визуально отличий не так много, и если мы говорим конкретно о масштабных копиях, их практически нет, для простоты я условно все модели приравняю к одной модификации 41047. И эта модель новинка 2012 года. И если я не ошибаюсь, она появилась в продаже в ноябре месяце, и на тот момент ее стоимость составляла 2700 рублей. Возможно, для кого-то это большая сумма, но по мировым меркам это средний уровень. И, например, в Европе продукция Neo стоила в 1,5-2 раза дороже, так что это вполне хорошее изделие за свою цену. Следующая модель – это новодельный Агат, тоже изделие 2012 года, но сама разработка еще советского периода, и первые ЗИЛ-41047, они почему-то именуются 115 в данном случае, появились в 1985 году, и самые первые модели несли индекс А42, и они немножко отличались от последующих экземпляров, и на самых ранних версиях на крыше была установлена хромированная антенка. У меня такой лимузин тоже есть в коллекции, правда он сильно потрепан, поэтому он ждет реставрационных работ. И третья модель из журнальной серии, куда же без нее в наше время, это выпуск «Автолегенды СССР» номер 44, и данная масштабная копия появилась в продаже в октябре 2010 года. И эту модель в киосках продавали за 320 рублей, где-то чуть дешевле, где-то чуть дороже, но, по-моему, я покупал ее именно за эту сумму. И, конечно, если сравнивать цены на эти изделия, то вы можете сказать, а что ты хочешь от журналки, она стоит всего лишь 300 рублей. Но есть одно «но». В журнальной серии встречаются вполне удачные масштабные копии, которые после небольшой доработки можно смело ставить на полку наравне с более дорогостоящими изделиями. Но конкретно это не тот случай. Данный ЗИЛ-41047 имеет огромное количество огрехов в пропорциях, он отдаленно напоминает настоящий прототип, и, кстати, вот эту масштабную копию я уже немножко дорабатывал. Поставил правильные колесные диски по размеру, и это колесики с автобуса ЗИЛ-118 «Юность». И получается, чтобы доработать хоть как-то эту масштабную копию, вам приходится покупать еще одну модель, а это еще 320 рублей, и конечная стоимость на это изделие с небольшой доработкой доходит до 640 рублей. И не проще ли тогда купить старую модель от Агат? Кстати, этот вариант я в свое время покупал, по-моему, за 1100 рублей. Конечно, довольно дорого, но взял эту модель как память о советском времени, потому что, повторюсь, у меня предыдущие ЗИЛы были немножко потрепаны. И давайте начнем с обзора именно журнальной масштабной копии. И сразу бросается в глаза неверная оконная линия. И машина выглядит очень приплюснутой, также неверно сделан передний свес, очень отдаленно напоминает настоящую решетку радиатора, такое ощущение, как будто она расплылась вширь. Но вполне хорошая светотехника. И опять же, если пытаться из этого автомобиля сделать что-то похожее на настоящий ЗИЛ-41047, то ничего хорошего у вас не выйдет. И если вы хотите все же из журнальной масштабной копии сделать что-то похожее на изделие Deep Models,
то вам придется перепиливать более раннюю модификацию ZIL4104, которая более-менее удачная в рамках этого проекта. И, кстати, когда я достал эту модель для видеообзора, то обнаружил на крышке багажника небольшое вздутие краски. Или это лакокрасочное покрытие как-то реагирует с металлом, или начинается процесс, всем известный, под названием цинковая чума. И я уже неоднократно говорил насчет черной краски на металлических моделях. Почему-то такие проблемы наблюдаются по истечении 10-12 лет. И, кстати, такой проблемы нету на изделиях из полимера. Есть ярые ненавистники данной технологии производства, но в чем-то она выигрывает и у металлических изделий. И, кстати, если соблюдать технологию хранения, то с этими моделями ничего не станет по истечении 30 лет. А вот с металлическими изделиями большой вопрос. Если нарушена технология производства, то результат мы с вами можем наблюдать по истечении 11-12 лет. И журнальная серия в этом плане не исключение. И как раз если вы сравните два лимузина, то отчетливо видно, что лучше получилась оконная линия у версии 4104, также лучше сделана передняя часть, и вроде бы один и тот же автомобиль, но почему модели проектируются совершенно по-разному. И, кстати, на этом лимузине я тоже поставил нормальные колесики. Изначально тут были переразмеренные диски на 22-23 дюйма. И, конечно, колеса тоже сильно улучшают вид масштабной копии, но, опять же, повторюсь, это дополнительные затраты. И стоит ли каждую журнальную модель дорабатывать такими методами? И давайте покажу вам модель от Agat. Я также приготовил более старое изделие, еще советского периода, и это модель примерно 88-89 года. Честно, уже не помню конкретную дату изготовления. Кто может определять точную дату производства по характерным признакам, поделитесь вашими знаниями в комментариях. И, к сожалению, у этой модели потерялся маскот с капота, так как старые модели от Агата, в то время Тантала, собирались без клея, то детали не всегда плотно фиксировались в своих посадочных местах, и, видимо, деталь выскочила, я не уследил, и теперь она исчезла в неизвестном направлении. И что мне нравится в этих старых, вроде бы неказистых масштабных копиях? Во-первых, то, что они сделаны из металла. Во-вторых, то, что, несмотря на всю грубость, они вполне хорошо копируют образ настоящего прототипа. Вот именно тут я узнаю тот самый ZIL 41047. И то, что у этих моделей открываются дверки, капот и крышка багажника. И в некоторых случаях у модели даже рабочая подвеска. Давайте откроем капот, посмотрим на то, как проработан моторный отсек. Тут прекрасная детализация двигателя, даже по современным меркам, правда, все сделано в хроме. Также можно открыть дверки, и средний ряд сидений тут тоже можно поднять, правда, на небольшой угол. И у этой модели плашка салона из белого пластика, а панель приборов серого цвета. На более современном варианте салон полностью черный. И также можно открыть багажник, тут присутствует запасное колесо. Вот так выглядит нижняя часть, и проработка ходовой части у этой модели мне нравится больше, чем у журнального варианта. Во всяком случае, у Агата более реалистично сделан задний мост, это отдельная деталь, и лучше получилось сделать что-то похожее на нижнюю часть двигателя коробки передач. На журнальном изделии изображено все очень условно. И, конечно, тут лучше получились колпаки на колесных дисках. Я видел, некоторые люди брали запчасти с агатовской модели, устанавливали их на журнальный вариант. Тоже получалась интересная масштабная копия, но свои старые модели я не берусь курочить ради доработки китайского изделия. И давайте покажу вам современную масштабную копию. И тут, кстати, есть штампик с датой изготовления июнь 2012 года. Коробочка уже новодельная. И на задней стороне упаковки список моделей, которые выпускались данным брендом. То есть мне эти модели нравятся. Конечно,
Возможно, в нынешних реалиях они, опять же, сделаны грубо, но, повторюсь, это частичка истории, и не стоит забывать, когда была спроектирована эта модель. Она старше, чем большая часть современных собирателей. Тоже открывается капот. Тут уже хром не золотистый, как на советском варианте, а более блестящий, похоже на серебро. Открываются дверцы, как уже говорил раньше, плашка салона из черного пластика. Возможно, в данном случае это идет на пользу, потому что на подобных лимузинах салоны были темных оттенков. Тоже открывается крышка багажника, присутствует запасное колесо, хорошо сделаны задние фонари, и вот так выглядит нижняя часть. По сравнению со старой моделью добавили отверстие для закрепления масштабной копии на подставке. И вот так выглядит передняя часть. И тут, к счастью, значок не потерялся. Можно сделать копию с этого значка, но, возможно, найду недостающую деталь. Они редко встречаются в продаже. И обычно, когда я их нахожу в продаже, они уже куплены кем-то. И давайте покажу вам последнюю модель от Deep Models. Конечно, это самое высокотехнологичное изделие, но, честно сказать, какого-то лидера среди данных масштабных копий мне сложно выбрать. Естественно, это не модели журнальной серии, это объективно самое худшее изделие, но агатовская модель, на мой взгляд, не сильно уступает этому изделию, с учетом ее возраста, цены и то, что это металлическое изделие полностью с открывающимися элементами. Но можно полюбоваться продукцией Deep Models. Очень красивый автомобиль, и у Deep получилось передать именно элегантный образ этого автомобиля. Машина выглядит не громоздко, очень красивые прямые линии и прекрасная проработка. Хотя есть некоторые нюансы, которые лично мне не очень понравились. И по сравнению с другими изделиями в этой ценовой категории, конкретно на данном образце, я вижу очень много упрощений. Это дверные ручки, также экономия на хромированных деталях, и можно было эту модель сделать чуть лучше. Но опять же, повторюсь, мне неизвестно, какие были мысли у производителя. Скорее всего, он делал эту модель по заказу гаража особого назначения, возможно, сроки, возможно, какие-то финансовые вопросы, которые не позволили сделать эту модель лучше. Но что имеем, то имеем. И пока что среди промышленных образцов это самый копийный вариант ZIL 41052, ну, естественно, и 41047. И пишите ваши комментарии, какая из показанных мною моделей в данном видеоролике вам понравилась больше всего. Какие ZIL лимузины есть у вас? Возможно, у вас старая модель еще агатовского производства, возможно, журнальный вариант, хотя не знаю, зачем иметь эту модель в своей коллекции. Возможно, у вас есть изделие от Deep Models, а может быть, у вас какая-то редкая модель ручной работы. Тоже будет интересно поинтересоваться, что это за модель, когда и где вы ее покупали. На сегодня это все. Благодарю вас за внимание. Не забывайте жать на колокольчик, подписываться на мой канал и также заглядывайте на второй канал. Там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А если вы впервые на данном канале, то у меня скопилось довольно большое количество самых разнообразных видеороликов, так что тоже можете их посмотреть и оставить там ваши комментарии. На сегодня это все. Пока-пока.